Привет, друзья, с вами Михаил, канал Гаджетоман, и как вы уже, наверное, догадались, сегодня речь пойдет о самой миниатюрной радиомикрофонной системе Rode Wireless Go. Это даже будет не простой обзор, это будут тесты, мои впечатления, в которых я расскажу, почему я перешел именно на эту систему и почему рекомендую ее выбрать именно вам. Самое главное, конечно, для радиомикрофонной системы не то, что в коробочке, а то, как она пишет, качество и дальность звука. Давайте вместе с вами сейчас это мы и проверим. Значит, я взял вот в руках у меня передатчик этого радиомикрофона. Я одеваю его вот сюда. Звук пишется сейчас прямо с него и на приемник, который расположен, кстати, пишется на iPad Pro. Вот, все, я пошел вот туда и буду сначала туда, потом обратно, и по дороге буду что-то говорить, потом посмотрим, какая дальность и какое качество звука записываемого. Так, значит, отхожу, я вот сюда иду прямо, вот собака моя бежит, она обязательно должна быть в кадре, и обязательно спиной почему-то к зрителям. Сейчас мы вот так вот обойдем. Все, такие лужи у нас были. Вчера сильнейший дождь. И лужи даже обойти где-то метров 50. Мы И зная, были ли обрывы, я разворачиваюсь и иду в обратную сторону. И медленно вот так вот двигаюсь в сторону приемника. И, собственно, также вот вы слышите, меняется ли качество и нет ли обрывов. Я пока не знаю, уже потом на постпродакшене посмотрю. Второй тест, это будем использовать не встроенный микрофон, а микрофон петличка. Я хочу что этим показать? Я хочу показать, если проблемы связи, будут ли разрывы, если радиомикрофон будет у меня прикреплен не на открытый участок тела, а в кармане, например, да? Здесь, по идее, должно быть хуже немножко качество, когда я буду идти спиной к вам. Так, идем. Вот я иду, отхожу, сколько, 10-15 метров уже прошел. Опять собака идет со мной. Ну, конечно, куда же она денется? Так, уже, наверное, где-то так, примерно. Двигаемся дальше. Вы слышите какие-то огрехи. И хватить максимальное расстояние, то есть, явно сюда уже никто не пишет звук. Вот, но мы дошли, идем обратно, развернулись и идем обратно. И сейчас мы заценим, на какую дальность и не изменилось ли качество звука. Так, вот мы проходим где-то 60, наверное, 70 метров и двигаемся ближе уже к камере. Не слышно или нет. Раз, два, три. Проходим мы опять эту лужу и двигаемся дальше. Я уже посмотрел два вот этих ролика, что я записал только что, и понял, что идет сильный перегруз по микрофону, поэтому я уменьшил немножко уровень записи на самом микрофоне. На приемнике можно установить 3 градации усиления громкости. Это были те два ролика на максимальном. Я сейчас поставил посередине, да, то есть на среднем значении. И попробую точно так же пройти, но далеко идти я не буду, то есть с дальностью, я думаю, что мы определились. Качество, если вот микрофон закрывается телом, да, то передатчик, вернее, закрывается телом, то дальность где-то в районе 15-20 метров, не больше.
поэтому я далеко ходить не буду, а вот пройдусь недалеко. Значит, пошли. Я цепляю петличку. Усиление сейчас на среднем стоит. Все, я пошел. Пошел именно вот так вот. Пройдусь еще немножко до вот этой вот лужи, где-то метров 20 у нас, да, получилось 15-20 метров. Пройду. Мы заценим, я говорю тем же самым голосом. Тем же самым голосом говорю, развернулся. И сейчас идем, обязательно собака должна быть в кадре, без нее никак. То есть тем же самым голосом я говорю, и пишется все на петличку. Петличка фирмы Boya, считаю, одной из качественных петличек. Обзорчик у меня был на канале, можете посмотреть, вот где-то вот здесь вот он был. Всем привет еще раз. Значит, давайте подытоживать, что мы протестировали, что мы увидели. Во-первых, я тоже вместе с вами точно так же участвовал в тестах и до сих пор не тестировал. То есть я пользовался где-то недельку, и в основном это была съемка в квартире. Вот и сейчас я пишу это видео именно на эту петличку, на эту радиомикрофонную систему, петличка через петличку, которая прикреплена. Мое личное мнение, за такие деньги, да, она стоит, конечно, для начинающего влогера немало, но за такие деньги качественнее и лучше вы ничего не найдете фактически. Если смотреть в сторону китайских радиомикрофонов, например, той же фирмы Boya, там где-то у меня, я дам ссылочку, делал обзор радиопетличек Boya, там немножко другая ситуация с ними, и эти, ну, наверное, на голову превосходят по качеству звука, и я не скажу, что дальности, но по качеству звука это точно. Почему? Потому что петлички Boya, в частности, да, они, естественно, как и эти, передают сигнал по радио, но радио идет голый, как вам сказать попроще, по радио идет голый радиосигнал без всякой защиты и обработки. Здесь идет цифровая передача, то есть голос корреспондента сжимается в цифру и передается уже по радиоканалу. Если в этих самых радиомикрофонах Boya там простая радиопередача, все равно, что вот взять радиостанцию и передавать, да, выйти на их частоте. Кстати, это пробовал. У них частота, по-моему, там работает в районе 800 МГц. Вот, очень даже не сложно подобрать эту частоту. Вот, либо передавать, либо на прием, либо на передачу. То здесь такой вариант не пройдет. Тут, если вы даже, ну, во-первых, здесь частота идет 2,4 ГГц, но передача идет в цифровом сжатии. Голос передается не так, как есть, да, а уже сжатый в цифру. Поэтому любая преграда, даже малейшая, она не даст помехи. Она, даже если какая-то преграда будет, то в отличие там от обычной радиопередачи, там может быть какая-то помеха, что-то где-то еще услышите, да, то здесь просто, если какая-то преграда, то сразу звук пропадает полностью. Это, в принципе, не преимущество и не недостаток, но зато цифровая передача звука по радиоканалу очень сильно влияет на качество. Естественно, качество очень отменное, но в пределах, естественно, дальности радиосвязи. Дальность радиосвязи, как мы с вами видели, в принципе, вполне адекватная и больше не нужно, потому что эта петличка не предназначена для каких-то там очень удаленных съемок, да, то есть вы на себя повесили и у вас радиус действия, ну там 2-3, ну до 5 метров, 10 метров это уже, я даже не знаю, какие могут быть сцены, чтобы вы снимали на 10 метрах. Итак, давайте по пунктам. Первое, что отличает эту петличку? Во-первых, компактность. Тут полный лайк я ставлю, потому что, ну, компактнее я не встречал. Положили в любой кармашек, сюда, куда угодно, прицепили вот этим защипом, да, защелкой, которая есть, и больше что вам еще нужно. То есть прикрепили либо через петличку, либо просто микрофон.
пользуетесь тут встроенным микрофоном. Второе, это питание. Естественно, не требуются какие-то дополнительные тяжелые аккумуляторы, которые надо носить с собой. Нужно носить с собой зарядку. Здесь все встроенное. Вы зарядили, я тестировал где-то, ну, мне на день, в принципе, таких 2-3 съемки больших и хватает с головой. Заряжается за час, и вам на день хватит точно. Если вам этого мало, то вы возьмете просто сюда пауэрбанк. Просто пауэрбанк подключили, в карман запихнули, и все. И у вас опять все работает. Это лайк за что оно получается? За энергетика. Вот, за энергетику, да, то есть по питанию. Значит, 3 лайка у нас уже есть. Первый за компактность, второй за энергопотребление, да, и систему энергопотребления, да, электропитание, так бы я бы даже сказал. И третий лайк за качество звука. Четвертый лайк я бы поставил за информативность дисплея. Не сильно он, конечно, там какой-то навороченный, но показывает, например, вот он у меня здесь вот, это именно приемник. Сейчас попробую ближе к камере, если она сфокусируется. Вот она схватилась. Вот видите, да, приемник, то есть, ну, насколько он информативный. Не сильно информативный, но все, что вам нужно, у него есть. Здесь отображается уровень заряда аккумуляторов как приемника, так и передатчика, активный уровень сигнала, уровень, градация уровня записи и значок вот этот, где типа как Wi-Fi, это этот значок типа Wi-Fi, это значок, который показывает то, что у вас подсоединено какое-то устройство. То есть, если у вас передатчик не будет подсоединен, то этот значок, он будет неактивный. Лайк. Кстати, еще о компактности я уточню. Смотрите, насколько важна компактность в этом деле. Если вы пользуетесь, например, вот GoPro, да, здесь у меня в кейсе находится, то есть по сравнению с GoPro, видите, какой размер. Если вы возьмете там, придумаете себе радиомикрофон большой, типа той же Boyer, Sennheiser и тому подобное, то, ну, представляете себе, да, как крепить его сюда. Если у вас есть камера GoPro, вот, например, такой кейс, я просто покажу, к примеру, горячий башмак, да, вот здесь, ну, здесь он холодный башмак, в принципе, здесь контактов нету. Достаточно просто вот эта часть, которая клипса, эта клипса, она рассчитана под горячий башмак. То есть вы можете запросто вот так вот одеть, и у вас уже получается готовый сетапчик для съемки влога. То есть у вас идет камера и микрофон, то есть радиопетличка уже подключена непосредственно к камере. То есть, ну, тут единственное дело переходничок на вход, и все. Это именно GoPro. Если это у вас другие какие-то, то как бы вот этот проводок подсоединить вообще не проблема. Очень удобно, да? Круто выглядит, честно говоря, так не ожидал такая вот, то есть она, ну, размером как, наверное, меньше даже, ну, меньше трети камеры GoPro, примерно вот так. Кроме GoPro, я считаю, что тоже очень отличный вариант для использовать для записи влога с телефона. Через телефон. То есть для этого просто вы покупаете вот такой вот кабелек, который он имеет 4 контакта на нем. Он именно для переходник с 3 контактов на 4 контакта. С 3 контактов на 4. Именно для телефона. То есть вы подсоединяете просто его к телефону, этот передатчик, и используете тоже такой сетап для записи влога. Ну и, конечно, лайк по комплектации. Все, что есть в коробке, у вас все сразу же готово к бою. Ставлю дизлайк вот за вот эту вот хрень. Такая себе лохмашка, которая... Я не знаю, зачем они ее вообще сюда сделали. То есть вот эта ветрозащита, которая фактически абсолютно не работает. Я попробовал ее на ветре. Ну, сейчас я
Ну, сейчас можно попробовать. Соединю. Сейчас запись идет не с петличкой, а именно через эту ветрозащиту. То есть, ну, она здесь, представьте себе, да, когда у вас тут висит еще и такая вот смешная балбесина. Смешная хрень. Вот, вернулся обратно на петличку. И в комплекте, кстати, ну, лайк не лайк, но 2 штучки идут. За это, я не знаю, мне кажется, что здесь они абсолютно не нужны, эти ветрозащиты. Такое вот мое субъективное мнение. Надеюсь, вам понравилось это видео. Вы сделали представление, уже имеете свое о этой системе. Вот. Ну, в целом, конечно, я очень доволен, что перешел на Rode Wireless Go. И рекомендую вам. На этом все. Всем пока. Спасибо за внимание. До новых встреч.